Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, добрые слова и пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Предупреждение от высших сил. О чем вас хотят предупредить? Да? Какую информацию вам необходимо услышать? Смотрим, внимательно слушаем, воспринимаем расклад. Как совет, а не как руководство к действию. Вы, только вы, собственно, творец своего счастья. Итак, мои хорошие, ваша сигнификация сейчас, если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, да вы у меня павлином таким проявляетесь. Ох, да нет, скорее всего, это павлин, который вам разбил сердечко. Так, И хотите вы эту историю уже забыть, перейти на новый уровень, хотела сказать, и стереть из памяти, да, но не получается до конца. Какие-то напоминания есть, приходят в вашу жизнь, как будто бы вот, честно, может, люди из прошлого, которые, ну, не знаю, связаны с этим, то ли мужчиной, то ли с какой-то этой любовной историей, как напоминание. При этом показано вас человеком, который может, как вам сказать, сильно, глубоко любить, да, привязываться. Сейчас, девочки, какая вы, я больше о вас, а тут мне какого-то принца показывают. У многих уже успокоились, отболело, отзвенело, да, карта гармонии. Вы прекрасно понимаете, толку от этих любовных переживаний очень мало, особенно если тут болезненно это все. А так как тут разбитое сердечко, это разбитые мечты, разбитые иллюзии, ожидания. Как бы толку мало, хотелось бы по этой карте переход на новый уровень, идти дальше, не зацикливаться. А тут фатально, фатальная эта встреча, ну тут, скорее всего, ваша встреча была с каким-то мужчиной. Он довольно-таки, как вам сказать, ресурсный, по карте принц, ну, скажем так, мужчина как минимум чего-то уже в жизни достиг, стремится, может, к большим каким-то, выше, дальше, да, каким-то горизонтом тут. Вам казалось, это ваша вторая половинка. У кого-то вот это сочетание, это и правда ваш кармический партнер, у кого-то близнецовое пламя, у кого-то мужчина, которым вы видели вот эти вот, допустим, как свое отражение, какие-то проявления такие, как у вас, может быть, восприятие мира, может быть, даже какие-то вот выражения, да, вот такое что-то ну, вот такое что-то как родное, вот оно могло вот настолько вас триггернуть, да, настолько задеть, может быть, ни с кем другим рядышком вы так себя не ощущали. С одной стороны, может быть, здорово, классно, да, а с другой стороны, настолько же болезненно это потом было. Болезненно в чем? Тут мужчина проявил себя по карте павлин. Ну, самовлюбленный мужчина, который себя ставит на первое место, свои потребности. Тут как этот распустил хвостик, может настолько умеет себя преподнести, преподать, вот как вам сказать, ну, преподать, наверное, это не то слово, первое впечатление какое-то произвести, опять-таки, сделать акцент на своих каких-то достоинствах. Достоинства у каждого из нас есть, у нас прекрасные там какие-то качества, черты. Он делает максимально акцент на этом, при этом попытается закамуфлировать также какие-то свои недостатки, которые есть также у каждого из нас. Просто в чем тут прикол? В том, что люди ведутся, жаргонизм, но это правда. Как это выражение тоже? People have it, да? Некрасиво, но суть доносит. 100% у него тут множество восхищенных женских глазок вокруг. Для него тут обаять женщину вообще, как вот щелчок пальцев, да, умеет, знает.
может особо даже не прикладывать усилия, для него это уже как, ну, элементарное вот построение взаимоотношений, вот так для него нормально. Где-то пофлиртовать, где-то поулыбаться, где-то подчеркнуть, вот я ресурсный, я могу то, первое, второе, пятое, десятое. При этом, повторюсь, какие-то тут 100% присутствуют, как и у каждого из нас, какие-то, может быть, темные истории, не очень красивые, но он настолько это все вот прикроет, завуалирует, что потом для женщины, которая влюбляется в него, ну, не обязательно тут даже и женщина, в принципе, да, он с кем-то выстраивает взаимоотношения, и человек просто офигевает, какой же этот тут прям замечательный этот мужчина, прям идеальный, вот тут влюбленность какая-то, такая эйфория. И потом, когда всплывают темные какие-то делишки, истории какие-то, где этот мужчина некрасиво себя вел, может, какие-то подставы, многоходовочки, какая-то вот тут вот такое вот какие-то, ну, такое что-то. То, о чем он не хотел бы никому рассказывать. А это всплывает, это потом узнается. Может, его даже мотивы его поступков какие-то прям... И настолько это разочарование в этом мужчине. Ну, тут прям история, не нужно очаровываться для того, чтобы потом не пришлось разочаровываться, да, настолько болезненно. Вот тут вот такая история. Могли влюбиться, могли идеализировать, могли наделить этого мужчину даже такими качествами, о которых он и не подозревал, бедняга, он себе жил, кайфовал. Тут мужчина кайфует по жизни, старается, может быть, все и сразу получить от жизни. В принципе, он знает себе цену, он знает то, что он ресурсный, он вас прекрасно осознает свое влияние на женщин, как женщины на него реагируют. Да, он все это осознает, этот мужчина. С вами история до конца непонятная, правда, на самом деле. Все-таки по этим картам не зря они вышли, тут фатально, и эта карта как зеркало кармическое. Для чего-то вы встретились, для того, чтобы, может быть, каждый из вас сделал переоценку собственных ценностей, по-другому посмотрел на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Для вас конкретно, мы же тут вашу сигнификацию рассматриваем. Встреча с этим мужчиной вас, как бы там ни было, у кого-то изначально как перевела на другой уровень, у кого-то элементарно там какие-то амбиции, желания проснулись, желания даже раскрыть свой потенциал, где-то стать лучшей версией самой себя. Потом болезненно, да, понятно, разбитые мечты, тут все. Ну, мне показано, сейчас вы как будто бы эту историю уже карта гармония. Многие приняли, разложили по полочкам, отпустили. И прекрасно понимаете, что также, что нужно двигаться дальше. И с этим мужчиной, без этого мужчины. Как будто бы не стоит наделять кого бы то ни было, не буду говорить мужчину или кого-то еще, может быть, даже близких, не нужно наделять вот настолько каким-то значимым, как это вам сказать, ну, огромным таким значением, тем самым как будто бы себя обесценивая. Тут вы этому мужчине еще и корону одели, начистили эту корону и поставили выше себя. Вполне возможно, этот мужчина это считал, что вы настолько им дорожите, настолько вы готовы там ради него на что-то, тем самым как будто бы обесценил вас, вашу любовь даже обесценил. Вот тут так, девочки. Ну тут урок пройден, тут девочка прекрасно осознает, что нет, я больше не позволю никому, вот, как будто бы так себя вести в отношении меня. В первую очередь я не позволю себе себя обесценить. Вот тут так тоже. Такая ваша сигнификация, девочки, у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, предупреждение, да, от высших сил. Посмотрим, что хотят вам передать. Какое предупреждение, кого это касается, чего это касается. Предупреждение от высших сил. Вам предупреждение. Возьму эротическую еще, дабы интереснее было. Тут вам тут даже две. Добавим эротики в вашу жизнь, да?
кому-то порнографии. Ладно, шучу. Так, ладно. Так, предупреждение от высших сил вам. Так, предупреждают вас. Аккуратно. Так. Смотрим, о чем же вас хотят тут предупредить. Предупреждение. Ух ты, о злых каких-то языках вас хотят предупредить. Ух тышка. И при этом же говорят, не бойся. Не бойся. Пусть они боятся. Ха-ха, ладно. Так. Иди вперед, не бойся ничего. Так, смотрим. Хорошо, предупреждение. Так, угу. Ой. Предупреждение. Знаете, как-то тут мне показано, вы для многих являетесь, знаете, как этим, как красная тряпка, да, какая-то, извините, для как быка, да, как провокация. Почему-то вас многие тут, ну не буду говорить, тут не то, что там обсуждают, осуждают, интерес вызываете вы, ваша жизнь. А у многих ваше семейное положение. Тут как будто бы в наличие или отсутствие у вас партнера. У многих наличие партнера, многим интересно, вот кто ваш этот избранник, да, почему-то по поводу него разговоры какие-то. Так, первые карты невозможно. Семья. Тут карты возвращаются, вот это вот зеркало, да, о чем вас предупреждают. Ну, собственно, если мы хотим закрыть вот эту историю, которая в сигнификации вышла, по поводу какого-то мужчины, которого вы воспринимали как свою вторую половинку, да, карта зеркала. Вот этот тут кармический партнер, вот это вот сюда, это близнецовое пламя ваше. И вам говорят о том, что изначально история, она была, знаете, много знаков вопроса. Изначально, может быть, вы додумали кто-то, знаете, как будто в голове имели, знаете, уже какой-то образ, может, этого идеального мужчины. И вот я его слепила из того, что было. Может быть, под этот образ, который у вас в голове, у каждого из нас, да, есть какой-то этот образ, вы как могли, вот, как вам сказать, когда встретили этого мужчину, с которым у вас были тут какие-то романтические взаимоотношения, любовная история, до конца тут какая-то не прожитая, да, как будто не до конца вас это отпустило. Вы могли, скажем так, повторюсь еще раз, наделить этого мужчину какими-то качествами, вот в этого идеального героя. Почему-то вот изначально тут показано предупреждение о том, что, ну, скажем так, много было объективно каких-то звоночков, моментов, которые, скажем так, если бы вы были не влюблены, не были очарованы им, вы бы увидели. Тут как будто бы многое в этом мужчине, как вам сказать, воспринимается вами, может, воспринималось как вот не настоящее, а как вот желаемое, то есть дотягивали где-то вот. Он-то как-то, может быть, сказал одно слово там и подразумевал один смысл, да, а вы себе там уже допридумывали, могли допридумывать. И в принципе показано, как будто отношения в принципе с ним особо невозможно были. У кого-то это ограничение, вот невозможно. Тут карта это вот то ли близнецовые пламена, то ли... Почему-то тут как будто бы вот эта карта первая, свинью подложили. Девочки, тут другими словами, чуть ли не вы сами себе в эту свинью могли подложить. Чем? Тем, что где-то как ребенок были доверчивы, где-то тем, что элементарно то, что вы воспринимали, там, его какие-то проявления, может быть, вот искренне, да, когда любишь, когда ну, ты сердечко свое открываешь, ты не можешь анализировать. Я это прекрасно понимаю, я точно такая же.
Но тут как будто бы вам говорят, на будущее нужно больше, может быть, сделать акцент, смотреть именно на поступки мужчины. Тут как будто бы очень много было каких-то звоночков, которые кричали прям, как набат бил, да, колокола вам били. Этот мужчина очень эгоистичный, эгоизм. И эта история у многих просто как будто бы должна научить чему? Тому, что вы себя должны ставить на первое место, ну, во взаимоотношениях, думать о себе, а не о том, что там вот, как этому мужчине сделать намного лучше и кайфовее, и там заслужить его внимание, заслужить его любовь. Тут, в принципе, между строк разговор о том, что вы могли много раз прикладывать усилия для того, чтобы мужчина, допустим, обратил это внимание на вас. Вот эти какие-то кастинги, сравнения прекратил. Опять-таки, тут история о том, что любовь не заслуживают, она дается небесами. Вот тут, скорее всего, история о том, что лишний раз девочке нужно полюбить самой себя. И тогда и подтянутся другие мужчины. Да, ну все, в принципе, банально, ну, просто. Тут как ребенок и эгоизм. Знаете, как будто бы то, что вы там считали, у вас там одинаковое восприятие мира, да, может быть, видение, да, этого мира, может быть, какие-то реакции. В чем-то, может быть, вы и правы, это и было, не все было прям иллюзорно настолько. Но основное вот тут показано, как будто бы как вот, разные весовые категории. В чем? Мужчина любит себя с короной на голове, привык, чтобы, повторюсь, его какие-то потребности, хотелки в первую очередь закрывались, да, а вы тут как ребенок наивный где-то, может быть, думали, вот сейчас я вот так, вот я ради него вот это, как авансом, а потом он, конечно же, оценит, он поймет, насколько я для него значима, кто я в его жизни, и ни хрена. Тут как будто бы, в принципе, неправильный, как будто бы изначально подход. Ну, вот так. Ну, у кого-то прям так вот хотят передать. Так, еще по поводу каких-то злых языков, да. Сейчас уточню. Но вы тут меняетесь, вы по-другому, может, уже себя ведете, проявляетесь в отношении других людей. Но тут вам говорят о том, что должны быть готовы, да, к тому, что если вы как-то начинаете поступать вразрез с там ожидаемым каким-то, вот вас воспринимают, вот вы так должны себя проявлять, да, реагировать на что-то, а вы абсолютно по-другому проявляете себя. Тут как будто выбираете себя, то нормально, это нормально, закономерно, что будут по этой карте злые языки, пересуды какие-то, типа осуждения, типа навязывания собственного мнения, да, может быть, клише какие-то, может быть, диагнозы вам ставить. Тут вот такое, просто вас об этом предупреждают, дабы вы нормально к этому относились и не боялись, карта страх. Но это перемены в вашей жизни, это перемены даже в восприятии вот самой себя. Может быть, женщина тут всерьез задумалась о том, что да, я готова менять свою жизнь, даже рискну, так уже быть, этим общественным мнением, так уже быть, я это переживу, осуждение какое-то. При этом показано, для вас это классно. Почему? То, что вы там меняете, даже вот восприятие себя, восприятие даже вот этого общественного там какого-то мнения, может вам, а мне наплевать уже на все, я выбираю себя, свою жизнь. Вы выходите из этого контроля, в котором вы пребывали длительное время, будто бы вот тут то ли давление этого социума, осуждение, какие-то нормы, да, навязанные, да, социумом. Опять-таки, может быть, какие-то двойные стандарты, когда люди себя ведут как хотят, да, но вам пытаются тут какую-то идею продавить, как вы должны проживать свою жизнь. Это как вот вы, видите, как будто бы в застенках каких-то находились. Тут вот мужская у кого-то рука, да, как контролирует. И тут зарешоченное это окно, контроль карта. Как будто бы вы хотите сломать вот эти стереотипы, давление, опять-таки, на вас. Это здорово.
надежда. Вам говорят, не бросайте, не унывайте, не бросайте этих надежд. То есть, ну, дорогу осилит идущий. Вот тут мне так говорят. Если у вас первые там какие-то попытки сбросить эти оковы не увенчались успехом, то, повторюсь, повторяйте эти шажочки, даже робкие. Это вас приведет к классному результату. Вам как будто бы, ну, как станете дышать полной грудью, крылья раскроются за спиной, мои хорошие. Опять-таки, так, о чем тут предупреждение? Ну, опять мне почему-то показано, вот вы, чем бы вы тут ни занимались, вокруг вас вот как пристально это внимание. Опять-таки, тут язычки злые, что-то тут судачат. Но вот эти карты, они говорят о том, что многие о вас говорят, они не до конца вас понимают. У кого-то не понимают вашей жизни, некоторые не понимают доходы, откуда вы берете доход. Тут тоже об этом. Тут вот показано по девятке пентаклей, это раньше эту карту так читали, как это карта балерины Волочковой, да, как белый лебедь такой сидит, девушка балерина в руках держит еще этого лебедя. И в таком каком-то очень красивом кресле, да, в общем, дорого-богато. Женщина себя любит, холит, лелеет, подчеркнуто материально этот какой-то достаток. То есть у многих вызывает вопрос, откуда у вас вот этот достаток. Может быть, там пытаются злые язычки, и тут эти карты говорят просчитать, где вы берете деньги, из каких банок трехлитровых, да? Ой, в каких банках у вас валюта лежит? Опять-таки, сколько вы там зарабатываете и почему вы тратите больше? Тут все такое, как будто бы, да, опять-таки, говорят, что это, ну, неотъемлемая часть вашего где-то роста, становления. Не говорят только лишь о каких-то там, я уже не знаю, безликих, неинтересных. А вы очень интересны. Мало того, что тут какие-то ваши поступки, как провокация, даже наоборот, люди воспринимают, могла бы быть где-то поскромнее, да, почему-то тут как будто бы вы можете опять совершать какие-то поступки, эти поступки идти вразрез с общественным каким-то восприятием, я даже не знаю, нормами какими-то. Это сродни как провокация, это может быть увлечение, хобби, да, какое-то, это опять-таки может выбор партнера какой-то, то есть где-то вы тут не шокируете, нет, ну как будто бы заставляете людей так, знаете, задуматься на время, как будто бы в это, они как, вот у них, повторюсь, вот у них клише есть какое-то вот восприятие, вот вы такая, да, а вы поступаете опять как-то так, проявляетесь, и у них весь мир их знаете, как с ног на голову переворачивается. А что, так можно? А почему она так поступила? А почему она так сказала? А почему вот у нее такое увлечение? Вот тут как будто бы вот нестандартное что-то. Ну и в принципе вас предупреждают о том, что да, в вашей жизни очень много еще будет, тут по карте шторм, может эмоционально сейчас каких-то переживаний. Так, давайте вот тут я уточню. Чем это? Интересно. Ну, скажем так, через какое-то время тут у вас встреча с мужчиной, который возьмет ответственность за вас, за ваш, ну давайте так, медведь. Это мужчина, который несет ответственность за взаимоотношения с женщиной, вкладывается в них, в том числе и материально, простраивает их. То есть такой какой-то... И тут карта влюбленный, этот мужчина через время. Предупреждение, шторм. Святая вода. Ну, я тут плохого ничего не вижу. Я вижу, как будто бы тут через время
так понимаю, вот эта трансформация какая-то, которая с вами происходит. Вы меняетесь, я вижу. Вы тут, скорее всего, становитесь женщиной, которая больше думает о себе, о своих каких-то, может быть, тут, может быть, о раскрытии собственного потенциала, о своих достижениях каких-то. Больше акцент, повторюсь, на вот развитие на свое. И мне вот по этим картам все хотелось бы так прочесть. Знаете, как будто говорят, через время, когда вы закончите вот эту трансформацию, тут в вашу жизнь придет мужчина и сделает выбор в вашу сторону. И он будет действительно вкладываться во взаимоотношения во всех смыслах. Но это через время. Если даже у вас сейчас есть мужчина, то в любом случае вот они просто вас предупреждают и говорят, вот высшие силы, карты передают, вы на правильном пути. Тут я эту карту шабаш, я буду считывать, как будто бы женщина, уже запущена вот эта трансформация, вы уже меняетесь, вы уже, назад уже дороги нет. При этом это не как-то токсично. По святой воде это, скорее всего, для вас это здорово, классно. И по большому счету, если у вас уже взаимоотношения есть с мужчиной, то от этого выиграют двое. Отношения улучшатся. Тут не будет с вашей стороны каких-то, знаете, там, какого-то там токсичных проявлений, эгоистичных, да, вот я себя ставлю прямо на первое место, остальные все это какая-то грязь под ногтями. Нет, тут наоборот, как будто бы вы выравниваете взаимоотношения, и потихоньку, может быть, правда, и мужчина на вас посмотрит по-другому, с большим каким-то уважением будет относиться к вам, с любовью, может быть, как-то более ответственно будет проявляться. Вот так вот, что-то мне такое сегодня. Хорошее послание, хорошее предупреждение. Тут основное, знаете, вы пытаетесь как будто бы даже поменять, как будто бы сценарий своей жизни, вот так вот. И вам говорят, из-под какого-то контроля, как вы пытаетесь уйти, разорвать вот эти какие-то цепи. И не теряйте надежды, вы умнички, вы правильно все делаете. Все, такой расклад у меня сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.